Невероятно выносливые, быстрые и очень эффективные охотники, способные бросить вызов абсолютно любому животному. Их сила в командной работе, но бывают случаи, когда приходится сражаться с себе подобными, и исход таких схваток непредсказуем. Привет, друзья! Вы на канале Время с пользой, и тема сегодняшнего выпуска – противостояние волчьих стай. Стая волков – не просто группа особей одного вида, которые объединяются, чтобы выжить. Это тесное социальное сообщество, каждый участник которого исправно выполняет свои обязанности. Строгая иерархия позволяет волкам успешно охотиться, воспитывать потомство и увеличивать благополучие стаи. Конечно, даже в дружной семье случаются конфликты, но чаще выяснения отношений возникают между молодыми особями и быстро пресекаются вожаком, ведь он знает, что любой спор может ослабить мощь стаи и сделать ее уязвимой. При этом, несмотря на разногласия, волки всегда объединяются перед общей опасностью и встают горой друг за друга. Во владении каждой стаи находится гигантская территория, границы которой постоянно патрулируются и помечаются на видных местах, чтобы странствующие одиночки или разведчики соседних стай знали, что земля уже занята. Заходить за метки может быть смертельно опасно, ведь любой нарушитель становится главной мишенью стаи, и подобная прогулка может стоить чужаку жизни. При этом главным фактором становится не площадь угодий, а изобилие на них потенциальной добычи. И чем сильнее и успешнее стая, тем более богатые пищей земли она может контролировать. Однако сытые и беззаботные времена не могут продолжаться вечно, и тому есть несколько причин. Первое – сезонные миграции животных. В зависимости от времени года доступность пищи для копытных многократно изменяется, и когда привычная еда скрывается глубоко в толще снега, животные покидают склоны и отправляются в защищенную от ветров долину на поиски менее засыпанных снегом участков. В такой ситуации волки также вынуждены покидать привычные места обитания. Разумеется, не обходится и без человеческого фактора. Соседство с фермерами или повышенное внимание охотников может стать фатальным даже для сильной стаи. В этом случае хищники готовы уйти в том числе с богатых провизией земель. Кроме того, задуматься о переселении может вынудить увеличение численности стаи. С появлением потомства аппетиты семейства заметно возрастают, а когда малыши превращаются в молодых и полных сил охотников, потенциальной добычи может оказаться недостаточно, чтобы прокормить всех членов группы. Мощь стаи увеличивается, что позволяет охотиться на более опасную добычу, а также дает возможность занять самое привлекательное охотничье угодье. Однако для этого придется бросить вызов текущим хозяевам земель, которые вряд ли обрадуются приходу соседей. Конечно, конфликт не сразу перетекает в драку. Сначала нападающие тщательно разведывают границы участка. Исследуя метки, они получают информацию о членах вражеской стаи. Далее в дело вступает звуковое оповещение. Протяжный коллективный вой с обеих сторон позволяет дополнить представление о численности и возрасте врагов. Порой этого достаточно, чтобы решить спор мирно. Если силы противника заметно перевешивают, в кровопролитии нет никакого смысла, и слабая сторона спешно покидает спорные земли, оставляя их захватчикам без боя. Но если силы равны или владения слишком дороги нынешним хозяевам, спор может обернуться ожесточенной битвой, успех в которой, как и при охоте, полностью зависит от командной работы. Если дело дошло до прямого столкновения, о пощаде не может быть и речи. При нападении волки стремятся нанести врагу максимальный урон. В отличие от кошачьих, тупые когти псовых бесполезны в драке, но это в полной мере компенсируется острыми и необычайно крепкими зубами.
Нападая на полной скорости, хищник впивается 5-сантиметровыми клыками в шею, пытаясь перекрыть доступ кислорода и задушить противника. Прибывшее подкрепление действует не менее жестко. В ход идет прицельный укус в спину. Челюсти хищника настолько сильны, что могут запросто повредить спинной мозг и парализовать соперника, который вовремя понимает, что бегство – единственный способ остаться в живых. В подобных ситуациях численное превосходство играет решающую роль. Даже при недостатке опыта, под предводительством грамотного вожака крупная стая способна вытеснить прежних хозяев. Участь тех, кто не успел вовремя унести ноги, печальна. Множественные травмы, нанесенные свирепыми противниками, лишают хищника мобильности, и, скорее всего, ближайшая ночь станет для него последней. При этом в любой битве первостепенной целью становится вражеская альфа-пара, ведь лишив стаю вожака, можно многократно ослабить противника и быстро выиграть сражение, избежав больших потерь с обеих сторон. Победители торжествуют, ведь теперь богатая пищей долина полностью переходит под их контроль. Но расслабляться не стоит, ведь рано или поздно обитающие по соседству стаи также могут положить глаз на желанное владение. Проигравшие в сражении вынуждены искать себе новый дом. В схватке они потеряли былую силу и теперь могут претендовать лишь на незанятые земли, где добывать провизию станет гораздо сложнее. Но все меняется с течением времени. Крупная стая рано или поздно может измельчать, ведь такие факторы, как болезни, конфликты за еду и положение в семействе, а также необходимость постоянно охотиться, чтобы прокормить голодное потомство, ослабляют стаю. В то время как обитающие по соседству семьи, напротив, могут укрепить свои позиции и бросить вызов некогда сильнейшему клану. В целом, схватки между стаями волков редки. Обычно они возникают лишь из-за критической нехватки ресурсов. Однако территориальные конфликты являются важной составляющей в жизни волков. Здоровая конкуренция позволяет определить сильнейших и наиболее приспособленных особей, а богатые пищей владения помогают передавать лучшие гены из поколения в поколение. Если выпуск вам понравился, поддержите его лайком, комментируйте, подписывайтесь и проводите время с пользой. До скорого!